Всем доброй ночи. Я хочу подарить ритуал практикам отвести смерть. Итак, этот ритуал поможет, когда случай, скажем, уже очень старый, многолетний, то есть сделана смерть человеку, но сделана слабовато, либо непрофессионально. В любом случае, всегда, когда делается на смерть человеку, некая сила приходит, пытается забрать человека. Много лет так происходит. Некая борьба происходит. Человек то болеет, то у него трудности. Я всегда говорила, что не обязательно, чтобы наведенная смерть именно смерть и приносила. Но жизнь может стать смертоподобной. То есть умрет душа, умрет желание души. Душа не в том смысле умрет, что исчезнет, а просто все человеческое, что как бы не чуждо человеку, начнет помирать в человеке. Его удача умрет, его внутренний мир начнет умирать, мир станет без красок. Он может на своем пути встречать людей неуравновешенных, недостойных, грязных натур, которые будут еще больше и хлеще усложнять его жизнь. Это один случай. Есть случаи, когда человек до рождения был проклят или проклинали его мать, и он родился с этим клеймом смерти. То есть не получилось убрать, но этот ребенок перенял судьбу матери на себя. И смерть начала гнаться за ней, смертная сила. Случай, когда человек совершил то или иное преступление, скажем так, может, отнял жизнь другого человека, за это отсидел и вышел. Но в любом случае смертная сила гонится за этим человеком, чтобы отомстить и забрать. Бывают моменты, когда люди расплачиваются за свои глупости, молодости, переночевали на кладбище, вандализм там провели какой-то, да, надругались над памятником. В общем, сделали не очень хорошее дело, а точнее мерзкое дело. И вот за это смертная сила мстит человеку. Практик этот ритуал может провести, и ему сразу поможет в том случае, когда он чувствует, что на него что-то хотят навести. Даже не обязательно, что это смерть. В любом случае, любая такого типа порча, вредительство его души может быть снято вот этим ритуалом. Для простого человека я уже перечислила. Либо можно сделать частью общие работы по снятию смерти, да, на кладбище снять и прочее, и в конце итог вот такой сделать и уже окончательно убрать с человека эту силу. Либо, если сделано слабо и смертная сила не справляется, но в любом случае не оставляет человека в покое, тоже таким образом можно отвести смерть от человека. Если к человеку навязалась некая сила, если человек где-то это спохватил, кто-то наслал, неважно, каким образом она прицепилась, вот приходят сны нехорошие, предупреждения, панические атаки, внутреннее такое чутье, что скоро умрет и так далее. Вот если такое происходит, тоже можно отвести смерть подальше от человека. Для этого ритуала вам понадобится фотографии ваша или человека, восковая свеча, соль. Нужно соль посыпать на фотографию, символ соленых слез, горечи, боли. И посыпать так, чтобы образовался холмик, как могильный холм. Сверху поставить свечу над фотографией. Вам нужно красное вино, сухое, желательно и обязательно. Сухое красное вино. Черный алтарь. Если есть у вас статуя смерти, подойдет. Если нету, можно без статуи обойтись. Но я обычно их усиливаю в ритуальной магии для того, чтобы в дальнейшем эти статуи работали в моих ритуалах. Итак, соль как символ горечи, холм как символ могилы, фотография человека, свеча, красное сухое вино, черный алтарь, желательно и
иметь статую смерти, если она есть. Если нет, то это не страшно. В каких случаях можно провести этот ритуал, и насколько это эффективно, я уже объяснила. Поскольку те, которые работают в сфере магии, то есть они практикуют магию, у них могут быть частые атаки, и причем смертельные атаки. Чтобы дело не дошло до более таких сложных моментов и более сложных откупов и чисток, можно время от времени проводить это, как только они чувствуют, что над ними нависает некая беда. Очень эффективно, быстро уводит удар, и причем обратный процесс идет у того человека, который это наводит или пытается. Итак, начнем. Там, где нужно читать 6 раз, я это скажу. Общий ритуал, то есть общий заговор прочитать нужно 6 раз. Но кроме общего заговора есть там, я их называю припевы, хотя это не припевы, естественно, четверостишье и так далее, которые нужно читать периодически по 6 раз в том числе. О, Госпожа вечная, всесильная, все однажды будем под властью Твоей. И это неизбежно. Ты придешь к каждому в свой день и час. О, святая всемогущая смерть. Но до срока моего не забирай. Могильный холм от меня убирай. Меня освобождай. Вот тебе соляной холм. Бери дань соленых слез. Пей вино вместо крови моей. Меня обойди стороной. Раскинулся погост, кресты и камни. Там лежат мертвые, смерти покорные. Вырыта новая яма, ход к ней прямо. Она мне предназначена. В яме смерть и страх. Там тело превращается в прах. В яме холодно, в сердце боязно. О, смерть, дай мне уйти, сырую яму обойти. Кто мне яму рыл, тот сам туда попал и сгнил. Смерть, с меня опасность убери. Напрасленной в гроб не гони. Поедом не ешь, дай жить. 6 раз читаем вот это еще раз. То есть вот общие 6 раз, понятно, но в ритуале еще 6 раз, по 6 раз вот этот заговор, который я сейчас прочту. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, вы, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня. Уйди, меня не трогай, уйди другой дорогой. Властью, это 6 раз читать. Властью, данной мне тьмой, я смерти прошу. Меня отпусти до срока. Не к могиле мне идти, у меня иная дорога. И снова 6 раз. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня. Уйди, меня не трогай, уйди другой дорогой. Кто яму рыл, тот сам в ней сгнил, сам пропал, а мне свою жизнь отдал. Мне жить, а врагу сгнить. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня, не трогай, уйди другой дорогой. После чтения зажигаем свечу. И еще раз читаем 6 раз. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня, уйди. Меня не трогай, уйди другой дорогой.
Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня, уйди. Меня не трогай, уйди другой дорогой. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня. Меня не трогай, уйди другой дорогой. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня. Уйди, меня не трогай, уйди другой дорогой. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня. Уйди, меня не трогай, уйди другой дорогой. Берите черные птицы, горстку землицы, засыпьте яму. О, бродячие звери, откройте спасение двери. Чур меня, чур меня, чур меня. Уйди, меня не трогай, уйди другой дорогой. После этого оставляйте эту свечу догореть. Берете соль, сыпьте вот вино. Если очень сильное сделано, можно 3 дня повторить, то есть 3 ночи подряд. С 12 до 3 часов вы должны уложиться. Это время черных сил. Можно и до 4, но желательно до 3. До 4 уже начинает ослабевать. После того, как посыпали туда, 6 раз говорите: соленые слезы в красной крови растворяю, испей их смерть, двери жизни отворяю, испей соленые слезы в крови, насытившись, уходи, молю, да будет так. Снова 6 раз. Итак, общий заговор 6 раз, припевы, которые я обозначила по 6 раз, и в конце 6 раз. Это все оставляйте на алтаре до утра желательно. Не убирайте алтарь. Свечу оставьте догореть. С фотографией поработайте 3 дня, точнее 3 ночи кряду. Если это сильная вещь и нужно очень много сил потратить, можно 1 день. Если вы для себя делаете, либо это только начинающаяся борьба, или застарелась старая, и вы чувствуете, что у смерти сил не хватает забрать, но вредит в любом случае. Хотя, если не поленитесь и сделаете 3 ночи кряду, первый день это полностью снимется, второй день на всякий случай, грубо говоря, для профилактики, 3-й день человек усилится еще больше, и надолго хватит этого. После того, как вы это сделаете, всю эту процедуру, фотографию сожгите. Значит, соль и вино на следующий день просто вылить в раковину без слов никаких, ничего не говорить. Молча вылить и все. Помойте чашку и поставьте на место. Если 3 дня, то есть 3 ночи кряду будете делать, каждую ночь ту же самую процедуру. Соль, красное вино, то есть она должна быть новая, понятное дело, да? Всем удачи. Очень полезная и нужная вещь. Берите на заметку. Вам очень поможет. Всего доброго. Да, забыла сказать. Когда все получится и все будет нормально, естественно, откупаться. Стандартный откуп возле дерева или на перекрестке. 13 монет и хороший, дорогой или коньяк, или дорогая водка. Не вино. Открываем, слегка наливаем туда. Просто я считаю, что практики должны это знать, не всегда объясняю. Наливаем под дерево немного, ставим, оставляем 13 монет и говорим: от смертной силы откупилась. И уходим не глядя, естественно. Почему не глядя, у меня спрашивают? Потому что, когда вы оставляете откуп, то за ним приходят духи.
Вы их не видите, они вас видят и смотрят прямо в глаза. И когда вы поворачиваетесь после того, как откупились, вы на них смотрите. И значит, вы забираете их себе домой. Вы их снова забираете к себе домой. А значит, ритуал не удался. Поэтому никогда не оборачивайтесь. Обернулись, повторите еще раз. Он у вас уже разрушился. Вы их снова забрали к себе обратно. Потому что вы, уходя туда, оставляете этим силам. Эти силы оставляете там. А в этом случае, естественно, забирайте обратно. А значит, смысла не было в работе. Согласны? Всего хорошего.